Зимой 1979 года СССР начал одну из худших авантюр в своей истории – войну в Афганистане. Или, как это называлось официально, ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан для оказания интернациональной помощи. Сами советские правители понимали, эта затея вряд ли хорошо закончится. Они долго не хотели принимать решение о начале войны, но все же сделали это и совершили чудовищную ошибку. Этот фильм про афганскую войну. Расскажем, как и почему она началась, как шла и как закончилась. И самое главное, как повлияла на время, в котором мы с вами живем сегодня. В марте 1979 года Политбюро во главе с Леонидом Брежневым собралось на очередное заседание. На повестке дня события в соседней стране, где к власти недавно пришли коммунисты и теперь обращались к старшему брату СССР с просьбой помочь им расправиться с внутренними врагами. В том числе коммунисты настаивали на прямой военной помощи, то есть на вводе в Афганистан советской армии. Советский Союз поддерживал десятки коммунистических режимов по всему миру. В логику двуполярного мира и борьбы систем помощь афганистанскому правительству вполне вписывалась. Но Кремль отнесся к просьбе союзников крайне осторожно. Ведь Афганистан – страна очень непростая. Подавляющее большинство афганцев жили в кишлаках, так называются местные деревни, где занимались сельским хозяйством. Страна в нищете. Там много разных этносов, кланов и родов, и сложные между ними отношения. А еще довольно много приверженцев ислама в его самом консервативном виде. В 70-х и без того непростая ситуация усугубилась политической нестабильностью. В 73-м случилась революция, свергли короля Мухаммед Захир Шаха. Это сделал его собственный кузен Мухаммед Дауд. Спустя 5 лет свергли и Дауда тоже. Тогда к власти и пришли коммунисты из НДПА, Народно-демократической партии Афганистана, во главе с Нурмухамедом Тараки. Новые правители быстро наломали дров. Правительство Тараки решило повторить советские реформы 20-30-х годов, только в еще более агрессивной манере. Началось раскулачивание. Стали отбирать землю у владельцев, зажиточных и других, чтобы раздать нищим крестьянам. Затея эта и сама по себе, мягко говоря, не очень хорошая. Ну и, как и в СССР, все закончилось многочисленными перегибами, жестокостью и причислением к кулакам даже тех, кто едва сводил концы с концами. Власти решили провести некоторые, можно сказать, прогрессивные реформы, но стали делать это очень агрессивно. Стали загонять жителей кишлаков в школы, но с помощью полицейских дубинок. Запретили многие традиционные обычаи, типа выкупа невест за деньги. Это называлось борьбой с суевериями и пережитками прошлого. Но делалось это слишком резко и быстро. Насаждался культ личности Тараки, которого стали называть великим вождем и гением Востока, что для истинных мусульман было неприемлемо. Все эти преобразования в глазах граждан выглядели как слом сложившихся традиций и устоев. Для жителей кишлаков, которые ходили в мечеть, слушали муллу и соблюдали все религиозные нормы, действия коммунистической партии стали не просто посягательством на важные для них консервативные ценности, но покушением на сам ислам. Реформы начали вызывать сопротивление. Власти реагировали жестко, разгоняли любые митинги и акции протеста. Но становилось только хуже. Для защиты своих образов жизни и религии люди стали брать в руки оружие и объединяться в отряды. Для борьбы с ними Кабул направлял в провинции все больше войск. Происходили столкновения, которые приводили к новым волнам возмущения и появлению новых отрядов. Спираль гражданской войны раскручивалась стремительно. К началу 1979 года для коммунистического правительства ситуация стала критической. Восстания охватили все провинции страны. Боевики на целый месяц захватили крупный город Герат, а правительственные войска против собственных сограждан сражались крайне неохотно. В этих условиях Тараки и обратился к СССР с просьбой отправить в Афганистан советскую армию для наведения порядка. В Москве в Политбюро не было специалистов по Востоку. Но не надо быть специалистом и прям разбираться в многовековых претензиях друг к другу населяющих Афганистан пуштунов и хазарейцев, чтобы понимать, лучше держаться от этих проблем подальше.
Влезать в чужую гражданскую войну – самоубийство. Советские лидеры были людьми достаточно умными и оценили ситуацию верно. Заведующий международным отделом ЦК Борис Пономарев напомнил о бесчисленных просчетах и перегибах тараки. Министр иностранных дел Андрей Громыко спрогнозировал международный резонанс после ввода советской армии в Афганистан. Отношения неминуемо испортятся со всеми – с исламским миром, с Америкой, с Китаем. Шеф КГБ Юрий Андропов заметил, что подлинной революции вообще не нужны иностранные штыки, а афганское общество объективно не готово к социализму. Наконец, Брежнев резюмировал все высказанное риторическим вопросом. У афганцев распадается армия, а мы должны будем за них вести войну? Брежнев и его соратники решили. Да, помогать незадачливой народной демократии в Кабуле придется, но не путем интервенции. Лучше откупиться экономической помощью, оружием и военными советниками. В мае, когда положение тараки стало еще более плачевным, Политбюро снова обсудило его просьбу о вводе войск и снова отказало. Решили увеличить поставки оружия, но армию не отправлять. Всего через несколько месяцев это решение изменится. И причина у этого будет очень человеческая. Эмоции возьмут вверх над разумом. У афганских коммунистов не было единства. После прихода к власти они разругались, разделившись на противоборствующие фракции. Одну из них возглавил Нурмухамед Тараки и Хафизулла Амин. Во главе другой стоял Бабрак Кармаль. Внутрипартийная борьба сопровождалась репрессиями, заключениями и убийствами несогласных. Тараки и Амин победили. Бабрака Кармаля, ему повезло выжить, отправили послом в Чехословакию. Затем Амин начинает плести заговор уже против Тараки. Он объединяет вокруг себя недовольных Тараки афганских бюрократов и силовиков. Всех их раздражает непростительная для Востока слабость лидера. Развязав гражданскую войну, тот не знает, как ее вести. Но у Тараки есть козырь. На него делают ставку в Москве. К Амину же Кремль относится настороженно. В молодости он учился в Колумбийском университете, и ходят слухи, что тот работает на ЦРУ. 10 сентября 1979 года Брежнев лично принимает Тараки во время его очередного визита в Москву. Советский генсек дает понять союзнику: Кремль видит во главе Афганистана только его. Но уже 14 сентября происходит очередной военный переворот, причем за считанные часы. Танки окружают правительственные здания, а Амин с группой верных офицеров лично арестовывает Тараки. Победивший Амин объявляет себя новым главой Афганистана и генсеком НДПА. Афганские СМИ говорят, что Тараки ушел с постов добровольно, якобы по состоянию здоровья. Все произошло так стремительно, что СССР не успел вмешаться. 21 августа 1980 года на фоне резкой западной критики ввода советских войск в Афганистан возобновилось глушение вражеских голосов. Так пропаганда называла иностранное радиовещание. Подобное глушение происходит и сегодня. 45 лет спустя VPN стал нам так же необходим, как мобильный интернет или Wi-Fi в квартире. Но почему-то люди тщательно выбирают провайдера и покупают хороший роутер, а VPN зачастую берут просто первый попавшийся. Хотя их бывает много и разных. Blank VPN, например, он работает уже 8 лет, чем мало какой сервис может похвастаться. У компании выделенные серверы в 35 странах, а не виртуальные, которые используют большинство VPN-сервисов. Именно поэтому, кстати, эти сервисы гораздо медленнее, потому что вы делите скорость со всеми пользователями. Blank VPN же обеспечивает стабильное соединение на скорости до 10 гигабит в секунду, даже в условиях жестких блокировок. А еще у Blank VPN нет ограничений ни по трафику, ни по количеству подключенных устройств. Одной подписки достаточно, чтобы подключить VPN на все телефоны, гаджеты, смарт-ТВ и даже роутер. Причем не только свои, но и все семьи и друзей. Если что, с установкой VPN вам поможет дружелюбная команда поддержки. Вы можете сами оценить выгоду от использования Blank VPN. Также у сервиса есть специальная локация. Если вы ее включите на вашем устройстве, одновременно будут работать и российские госсервисы, и иностранные ресурсы. Не придется постоянно включать и выключать VPN. По промокоду CATS все новые пользователи получат скидку до 58% на подписку Blank VPN. Просто попробуйте, и, возможно, вам уже не захочется возвращаться к прежней медленной скорости и ограничениям. А если вдруг сервис вам не подойдет, действует 30-дневная гарантия возврата средств. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании и выбирайте, каким VPN пользоваться.
Леонид Брежнев воспринял свержение Тараки как личное оскорбление. Амин отобрал власть у человека, которому в Москве за несколько дней до того дали ясные гарантии дальнейшего правления. Брежнев в кругу приближенных называет Амина подонком и сокрушается. Теперь слово советского генсека ничего не стоит. Как ему теперь будут верить в других странах? Что меняет отношение советской элиты к афганской проблеме? Шеф КГБ Юрий Андропов забывает свои прежние рассуждения о народной революции и чужих штыках. Теперь он утверждает, мол, вся фракция Тараки и Амина сплошь фанатики и авантюристы, а опираться надо на сторонников Бабрака Кармаля, людей якобы более серьезных и рассудительных. Ну а конкретно Амин – спящий агент ЦРУ, который только и ждет возможности развернуть Афганистан на запад, чтобы затем разместить у себя в стране американские ракеты. Вообще, 1979 год был тревожным для СССР с точки зрения внешней политики. В Иране власть захватили исламисты, местных коммунистов там уничтожали наравне со сторонниками монархии. На Ближнем Востоке некогда союзный Египет переориентировался на США и заключил соглашение с Израилем. Материковый Китай добился полноценного признания от США и договорился с ними о широком сотрудничестве, в том числе и против Советского Союза. В том же 1979-м китайцы попытались вторгнуться на территорию Вьетнама, главного союзника СССР в регионе. В общем, пора бы Союзу показать, что он тоже важный геополитический игрок. Почему бы не использовать в этих целях Афганистан? А заодно наказать Амина, посмевшего свергнуть Тараки. Сомнительная задумка покорила всех обитателей Кремля. Главный идеолог КПСС Михаил Суслов предлагает рассматривать Афганистан как вторую Монголию. Дескать, в 30-е мы уже вытащили одну отсталую азиатскую страну из феодализма прямиком в социализм. Чё бы не повторить? Уловив тренд на провоенные позиции, переходит и обычно осторожный глава МИД Громыко. Ввод войск поддерживает и министр обороны Дмитрий Устинов. К декабрю 1979-го открытый скепсис в отношении этой затеи сохраняют лишь кадровые военные. Например, глава Генштаба маршал Николай Агарков. Человек, прошедший Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Он предсказывает, советская армия окажется втянутой в партизанскую войну, которая неминуемо проиграет. Агаркова грубо обрывают. Дескать, такие вопросы решают другие люди, а вы, товарищ маршал, занимайтесь своим делом. 12 декабря 1979 года Политбюро на специальном заседании принимает постановление под названием «К положению в А». Решение принято почти единогласно. Единственным из руководителей своего ранга подписи на документе не оставил глава Совета министров Алексей Косыгин. Итак, решено свергнуть Амина, заменить его на оппонента по НДПА Бабрака Кармаля и помочь тому подавить всех мятежников, отправив в Афганистан советские войска. В Москве разрабатывают план операции под названием «Байкал-79». Ключевая часть плана – штурм резиденции Амина, дворца Таджбек. Ирония в том, что советским войскам даже не нужно искать способ проникнуть в Кабул. Амин, может, и правит всего 4 месяца, но уже 7 раз обратился к СССР за военной помощью, чем и пользуется Политбюро. Под видом помощи в Кабул отправляют спецподразделение «Мусульманский батальон». В него входят таджики, узбеки и туркмены, люди, знающие фарси и способные выдать себя за местных. По договоренности с Амином 13 декабря мусульманский батальон размещают прямо у дворца Таджбек, якобы для его охраны. Чтобы усыпить бдительность афганских военных, солдаты начинают учения. Стреляют, проводят учебные тревоги, отрабатывают высадки десанта, якобы готовясь к возможному нападению мятежников. Амина заранее ставят в известность. Принято решение о вводе советских войск. 24 декабря на афганской границе советские солдаты читают газету «Правда» за прошлый день, которая отвергает слухи о наличии там советских войск. В последнее время западные СМИ распространяют заведомо инспирированные слухи о неком вмешательстве Советского Союза во внутренние дела Афганистана. Дело доходит до утверждения, что на афганскую территорию будто бы введены советские боевые части. Все это, разумеется, чистейшей воды вымысел. Утром 25 декабря части советской 40-й армии, созданной за пару недель до этих событий, начинают наведение понтонного моста через реку Амударью. За рекой Афганистан.
Советские войска пересекают границу с Афганистаном в районе города Термез. На аэродромы Кабула и Баграма прибывают первые советские самолеты. В следующие 2 дня 343 рейса перевезут через границу 7700 человек, 894 боевые машины, 1000 тонн грузов. Один из самолетов с десантниками, Ил-76, терпит крушение в горах. Остальные подразделения рассредотачиваются. Местные относятся к ним дружелюбно. Дети окружают боевые машины, лезут обниматься. Взрослые угощают солдат мандаринами, чаем и сигаретами. В Кабул также прибывают бойцы спецназа КГБ группы «Альфа» и «Зенит». Им предстоит исполнить главную роль в операции по устранению Амина. Мусульманский батальон устраивает прием для командования охраны. Плов, водка, коньяк, деликатесы. Советские офицеры стараются разговорить афганцев. Под русскую водочку всегда очень душевно беседуется. Замполит бригады в порыве откровенности рассказал, как Джандат, начальник связи, и он подушками удавили тараки. Информация была очень важной, поскольку Амин, ведя переговоры с руководством СССР, использовал жизнь тараки как козырную карту. Он обещал сохранить ему жизнь, в то время как тараки был уже мертв. Хафизулла Амин на радостях от ввода советских войск устраивает торжественный обед. Там подают шурпу, ашак, гранатовый сок. Блюдо готовил внедренный на кухню Амина советский агент Михаил Талебов. Амина и его гостей резко начинает клонить в сон. Министр финансов спрашивает, не яд ли это, кто твой повар? Амин говорит, волноваться не о чем, повар советский. Все теряют сознание. Только жена Амина, которая не притрагивалась к еде, остается в сознании и обращается за медпомощью. В резиденцию немедленно приезжают врачи советского посольства. Они-то ничего не знают о планах КГБ, и потому делают свою работу, вытаскивают Амина с того света. Операция по отравлению лидера Афганистана проваливается. Штурм становится неизбежным. Советские военачальники замечают панику во дворце. Опасаясь, что план штурма раскрыт, они приказывают провести операцию немедленно. На подготовку дается 1 час. Мусульманский батальон впервые узнает, для чего его отправили в Афганистан. Солдаты разбирают гранаты и получают бронежилеты. Операцию отложат на 19:30. Солдаты ждут сигнала к началу штурма, взрыва узла секретной связи. Группа КГБшников на УАЗике подъезжает к узлу и случайно глохнет прямо над люком. КГБшники опускают в люк взрывчатку. Раздается взрыв. Штурм дворца начинается. На дворец Амина обрушивается шквал огня. Из-за подрыва узла связи советские танковые батальоны тоже теряют связь с командованием. БМП прорываются к дворцу, стреляя по окнам. В ответ начинается стрельба из крупнокалиберных пулеметов. Идем по серпантину на приличной скорости. В пути наматываем на гусеницы нескольких гвардейцев. Шилки работают по дворцу. На линии огня самоходок получаю первое ранение. Тупой удар, боли не чувствую, но в сапоге начинает хлюпать кровь. БМП сносит ворота, давят стоящие перед таджбеком машины. Из окон продолжают стрелять. От стрельбы загорается одна из БМП в колонне. Она теряет ход и блокирует дорогу. Тем не менее, спецназ высаживается и идет на штурм. Бойцы проникают во дворец, кто бегом, кто ползком, кто в двери, кто в окна. 15-20 человек вошли через парадный вход и тут же оказались под обстрелом гвардейцев. В такой ситуации не до жалости. Если из очередной комнаты не выходят люди с поднятыми руками, туда бросают гранату. Или вбегают и расстреливают все, что движется. Так погибает спасший Амина советский врач Виктор Кузнеченков. Очистили первый этаж, занимаем второй. Как поршнем выдавливаем аминовцев на третий и в чердачные помещения. Везде множество трупов военных и гражданских. Самое жуткое то, что среди них встречаются тела мертвых женщин и детей. Это был уже не бой, а бойня. Стрельба начинает стихать. Слышится: «Все, Амина убили!» Афганский правитель лежит в трусах и майке за барной стойкой. Семья Амина и его приближенные тоже мертвы, среди них дети. Во время штурма с советской стороны погибли 5 сотрудников КГБ, 7 бойцов мусульманского батальона и 8 десантников 9-й роты. Новым главой государства провозглашен Бабрак Кармаль, ключевой оппонент уже покойных Амина и Тараки по внутрипартийной борьбе.
Кармаль становится пятым за неполные 7 лет главой Афганистана. Новый лидер начинает правление с бравурного обращения к народу. Мол, кровавый режим предателя Амина пал под грузом своих преступлений. Утверждается, что старая власть пала от некоего революционного суда, а введенные в страну советские части не имели к этому никакого отношения. Но настроения в стране после замены главы остались прежними. Страну раздирает гражданская война. Повсюду идут боевые действия против отрядов мятежников. А по дорогам тянутся колонны, вошедшие в Афганистан советской 40-й армии. Так началась война в Афганистане. Сороковая общевойсковая армия была создана именно для этой войны. И создана в очень сжатые сроки, с характерной для советского режима штурмовщиной. Спешки комплектовалась техникой и людьми, зачастую без достаточной подготовки, без налаженной логистики, а главное, без объяснений, что и зачем происходит. Например, задачу по мобилизации резервистов, то есть по наполнению частей личным составом, возложили на командование Среднеазиатского и Туркестанского военных округов. Но в Москве так тряслись над соблюдением секретности, что не стали рассказывать, зачем эта мобилизация нужна. Командиры округов решили, будто речь идет об очередной учебной мобилизации. Требуется оперативно нагнать в казармы резервистов, они там пару недель поскучают и разойдутся по домам. Поэтому повестки разослали тем, до кого просто проще было достучаться, а не тем, кто реально был нужен. 40-й армии не хватало водителей танков, артиллеристов, радистов. С самой техникой тоже были проблемы. Части, отправившиеся в Афганистан, в основном укомплектованы танками Т-55 и Т-62, принятыми на вооружение в середине века. Хотя в распоряжении военных округов имелись намного более современные Т-72, но их решили поберечь. Никто не предвидел, что афганская кампания растянется на десятилетия. План был просто помочь правительству Кармаля вернуть рычаги управления. Занять ключевые города, взять под контроль основные дороги, дождаться, когда местная армия подавит сопротивление повстанцев и отправиться восвоясь. Что может пойти не так? Этой задаче 40-я армия теоретически соответствует. Она насчитывает более 80 тысяч человек, на вооружении имеет 600 танков, 1500 БМП, 900 орудий, 500 самолетов и вертолетов. Еще около 25 тысяч человек на момент начала войны состоят в правительственных войсках Афганистана. Они вооружены советским оружием. Многие офицеры прошли подготовку в Союзе. Но моральный дух афганских бойцов, загнанных в армию насильно, оставляет желать лучшего. Они будут дезертировать целыми батальонами и либо отправляться по домам в родные деревни, либо, что хуже, переходить на сторону противника. Только на бумаге советская и афганская армии грозная сила, которой разрозненные группировки боевиков ничего не могут противопоставить. Была и еще одна проблема. Вся армейская, да и политическая верхушка страны представлена людьми, которые либо сами воевали в Великой Отечественной, либо учились у тех, кто в ней воевал. Советское командование мыслило сражениями типа Сталинградской битвы или Курской дуги, со стремительными бросками танковых клиньев, массированными артиллерийскими обстрелами и масштабными фронтальными наступлениями. Но в Афганистане все оказалось иначе. Почти вся территория Афганистана – горы, изрезанные ущельями и долинами. Там очень мало дорог, по крайней мере таких, по которым можно проехать на танке. Немногочисленные перевалы – отличное место для партизанских засад. Противника на них легко заблокировать, нужно лишь подбить первую и последнюю машину в колонне. Большинство афганцев живут в кишлаках, небольших деревнях с узкими улочками и глинобитными домами. Между кишлаками располагаются сельскохозяйственные угодья – сады, виноградники, луга с буйной растительностью, которым советские военнослужащие позже дадут название «зеленка». И зеленка, и кишлаки станут ловушкой для солдат, ведь часто невозможно разобраться, где заканчиваются мирные жители и начинаются боевики. Они маскировались под местных и нападали неожиданно. Впрочем, первые дни и даже недели после ввода войск в Афганистан все идет достаточно спокойно. К концу декабря советские части достигают Кабула. Через пару дней занимают еще 3 ключевые точки – города Герат на западе страны, Джалалабад на востоке и Кандагар на юге. Развертывание сил проходит без проблем. Отставание от графиков несущественное, а конфликты с местными жителями, если и есть, то в основном бытовые.
Хотя в самом Афганистане первые дни события развивались относительно благополучно, ввод войск, как и предсказывал Громыко, спровоцировал реакцию западных стран. Она оказалась вполне единодушной. Никого не ввели в заблуждение заявления советского руководства, что армия, мол, отправилась в Афганистан исключительно в мирных целях по приглашению законных властей страны. Картина представлялась вполне однозначной. СССР напал на слабого соседа из-за своих имперских амбиций. Возглавил сопротивление президент Соединенных Штатов Джимми Картер. Уже через 3 дня после вторжения он заявляет на заседании правительства: это событие – величайшая угроза миру во всем мире со времен Второй мировой войны. А спустя месяц выступит с ежегодным посланием Конгрессу. Let our position be absolutely clear. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America, and such an assault will be repelled by any means necessary, including military force. С середины 60-х, после того, как мир оказался на грани ядерной войны, во время Карибского кризиса, отношения СССР и США улучшались. Страны подписали 2 договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также договор о противоракетной обороне. Даже впервые организовали сотрудничество в космосе. В 1975-м на орбите состоялась стыковка кораблей «Союз» и «Аполлон». Президент США Ричард Никсон впервые в истории прилетел в Москву, а Леонид Брежнев совершил ответное турне по Америке. Преемник Никсона Джеральд Форд разгуливал по Владивостоку, городу, который вообще-то был закрыт для посещения иностранцами, ведь там находилась главная база Тихоокеанского флота. С президентом Джимми Картером советский генсек целовался во время встречи в Вене летом 1979 года. И не только первые лица ездили между СССР и Америкой. Вот, например, про будущее отношений наших стран рассуждает глава Сенатской комиссии по иностранным делам Джозеф Байден. Дело происходит в Москве в августе 1979-го. До вторжения в Афганистан тогда оставались считанные месяцы. Все это потепление отношений получило название «политика разрядки». Но войны в Афганистане политика разрядки не выдержала. С этого момента начался новый и последний виток холодной войны. В начале января 1980 года президент Картер объявляет о санкциях по отношению к СССР. Наиболее болезненными должны были стать запреты на поставку 17 миллионов тонн зерна, запрошенных Союзом. Ведь советское сельское хозяйство находится в весьма плачевном состоянии. Вопрос закупки хлеба за границей имеет не последнее значение. От успеха в этом деле зависит длина очередей в булочных Москвы, Ленинграда и других городов. Однако зерновое эмбарго Картера проваливается. Картеру не удается уговорить других экспортеров последовать примеру США. В итоге СССР успешно закупит хлеб в Аргентине, Австралии и даже в Канаде. А вот американские фермеры понесут серьезные убытки. В апреле 1981-го новый президент США Рональд Рейган одним из первых своих решений отменит зерновое эмбарго. Ну а самым заметным и запоминающимся международным последствием советского вторжения в Афганистан станет бойкот летней Олимпиады 80-го года в Москве. К бойкоту присоединятся 65 стран, и игры лишатся 1500 спортсменов. Бойкот Московской Олимпиады станет, конечно, событием историческим и запоминающимся, но большого удара по СССР не нанесет. Игры в Москве пройдут в целом успешно, олимпийский мишка улетит в темное московское небо, а в это время в Афганистане будет продолжаться война. Первая кровь советских граждан в Афганистане прольется довольно скоро. В начале января взбунтовалась артиллерийская часть афганской армии в кишлаке Нахрин, примерно на полпути от границы СССР до Кабула. Убиты 3 советских военных советника, работавшие в этой части. Правительство Афганистана просит помощи в подавлении мятежа, и через несколько дней советские мотострелки берут кишлак штурмом, потеряв 2 человек убитыми. Это первое сражение афганской войны. В феврале вспыхивает восстание уже в самом Кабуле. Мятежники под антисоветскими лозунгами громят магазины, поджигают машины и обстреливают посольство СССР. Восстание удается подавить без участия 40-й армии. Она лишь блокирует подходы к городу. Однако в те дни на сторону оппозиции переходят несколько правительственных частей, располагавшихся к востоку от Кабула.
советское командование тут же перебрасывает туда воздушно-десантный батальон. Десантники, в основном прибывшие в Афганистан из Беларуси, впервые в жизни оказываются в высокогорье. Они попадают в засаду и всего за день теряют 37 человек убитыми и 26 ранеными. Еще один десантник попадает к боевикам в плен. К весне 80-го становится очевидно. Первоначальный план советского руководства полностью провалился. Предполагалось, что одно только присутствие армии СССР перевернет ситуацию, развяжет руки афганской армии и положит конец гражданской войне. Но очень скоро 40-я армия увязнет в боях сама и превратится в полноценного участника гражданской войны. На родину, в советские города и селы, потянутся гробы. Тогда же, весной 80-го года, на советские экраны выходит первая часть серии фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Тех, кто читал книгу, сильно удивил один диалог. Но позвольте представить, доктор Ватсон, мистер Шерлок Холмс. Давно с Востока? Недавно. Причем даже книгу читать не обязательно, чтобы понять. Сцена переделана. Обратите внимание на губы Василия Ливанова. В изначальной версии была фраза «давно из Афганистана». Но эту страну весной 80-го упоминать на телевидении стало нежелательно. Кстати, изначальная озвучка сохранилась. В официальной советской прессе никакой войны не существует. Не употребляются слова «война» и «армия». Если сюжеты из Афганистана и попадают на телеэкраны, это постановочные кадры о том, как советские солдаты помогают дружескому народу, раздают продовольствие детям и улыбаются на камеру. Нигде и никогда не говорят о числе погибших и раненых. Советские власти опасаются даже ставить надгробные памятники на могилах погибших в Афганистане бойцов. Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечивания памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по 100 рублей для установления надгробий на могилах. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробиях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно. Конечно, хранить нужно с почестями, но увековечивать их память пока рановато. Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты. Еще 26 декабря 1979-го, на следующий день после ввода войск в Афганистан, председатель КГБ Юрий Андропов и генпрокурор Роман Руденко направили в ЦК КПСС записку под названием «О мерах по пресечению враждебной деятельности Сахарова А.Д». Авторы записки утверждали, судебное преследование Сахарова нежелательно из-за политических последствий, и потому предложили сделать так, чтобы он не имел возможности контактировать с иностранными журналистами. 22 января 1980 года Андрей Сахаров был задержан вместе с супругой Еленой Боннер и отправлен в ссылку в город Горький. Сегодня это Нижний Новгород. Горький был закрыт для иностранцев. Попасть туда без специального разрешения было невозможно. Это был способ изолировать Сахарова, заставить его молчать. Из-за информационной блокады в первые годы афганской кампании в СССР не возникло никакого массового антивоенного движения. Советское государство еще очень сильно. Ему нетрудно задавить диссидентов, отправить в ссылку Сахарова, подавить немногочисленные протесты, полностью перекрыть все потоки информации. Постепенно эта хватка будет ослабевать, и чем хуже будут идти дела у армии в Афганистане, тем больше проблем появится у Кремля. Дела у армии в Афганистане идут плохо. Советские войска оказались втянуты не просто в гражданскую войну, но в войну партизанскую. Советской армии противостоят представители многочисленных вооруженных группировок. В 1982-м главные из них объединяются в два союза. Пешаварскую семерку по городу Пешавар в Пакистане и в шиитскую восьмерку. И те ставят перед собой задачу свергнуть коммунистический строй и превратить Афганистан в исламское государство. Разобраться во взаимоотношениях группировок крайне сложно. Они то сотрудничают друг с другом, то враждуют. Неизменным остается одно – непримиримость к коммунистическим властям и их советским союзникам. Собирательно участников этих группировок называют маджахедами, в переводе с пушту – бойцами джихада. Советские же солдаты чаще используют термин «душманы», то есть в переводе с того же пушту – «враги».
Вскоре это слово сократится до более привычного русскому уху «духи». Среди маджахедов есть самые разные люди. Одни пришли к боевикам по религиозным причинам, другие воюют за деньги, третьих угнали на войну принудительно. Среди маджахедов есть и профессиональные военные, и крестьяне, и авантюристы. Невозможно точно оценить численность. На пике, то есть во второй половине 80-х, это 250 тысяч человек. В наиболее крупных группировках в лучшие времена состоят десятки тысяч бойцов. Маджахеды не устраивают генеральных сражений. Они нападают на советские колонны из засады, наносят смертельный удар и скрываются до того, как поспеет помощь. Чтобы противостоять этой тактике, советское командование организует на основных афганских дорогах сеть застав. Это небольшие опорные пункты, чьи гарнизоны следят за перемещением боевиков, предупреждают колонны о возможных засадах, а при необходимости вызывают авиа- и артиллерийскую поддержку. Всего таких застав 862, и на них служат 20 тысяч человек, почти четверть личного состава всей 40-й армии. Помогает это далеко не всегда. В мае 80-го у кишлака Хара на востоке Афганистана в засаду попадают части 66-й мотострелковой бригады. Бой продолжается весь день. Погибают 46 советских солдат. В августе в бою у кишлака Шаеста на севере страны погибают еще 49 солдат. 48 получают ранения. Это тот самый день, когда в Москве закрывают Олимпиаду, и Мишка улетает в небо. И это лишь самые кровопролитные сражения. Всего же в 80-м году в Афганистане советская армия потеряет 1500 человек, и в следующие годы этот показатель почти не изменится. Помимо нападений душманов, советские солдаты страдают и от ужасных санитарных условий, грязных посуды и одежды, плохого питания, инфекций. Чаще всего они болеют гепатитом, но случаются и заражения холерой. В Афганистане действует несколько военных госпиталей, но оснащены они плохо и едва справляются с потоком пациентов. Есть и традиционная для советской армии проблема дедовщины. Иногда так называют неуставные отношения между дедами, опытными бойцами и новобранцами. Это приводит к увечьям и даже гибели солдат. Летом 80-го года Политбюро признает, кампания идет не по плану. Организуется серьезная ротация войск. Из Афганистана выводят бесполезные в условиях партизанской войны зенитно-ракетные части, некоторые танковые соединения. Резервистов, набранных накануне войны в момент формирования 40-й армии, заменяют на срочников. Существенно увеличивают количество вертолетов, которые крайне полезны в горах. Ключ к победе лежит как раз в горах и ущельях, прежде всего в Панджшерском. Всего в часе езды к северу от Кабула непреходимый горный массив разрезает долина реки Панджшер и ее многочисленных притоков. Панджшерское ущелье, или ущелье Пяти Львов в переводе на русский, место безумно красивое и одновременно стратегически важное для контроля над страной. На западе выходит к автомобильной трассе из Кабула на север, через которую снабжается советская группировка в Афганистане. Наиболее уязвим тоннель под перевалом Саланг. Боевики регулярно нападают на колонны, проходящие через этот тоннель, а затем скрываются в этом самом ущелье. Кроме того, они постоянно угрожают авиабазе в городе Баграм. Это крупный транспортный узел советских ВВС. В общем, нужен контроль над Панджшером, иначе 40-я армия все время будет под ударом. Через ущелье вдоль русла реки проходит единственная большая дорога, с двух сторон от нее горы. Захватить и затем оборонять эту дорогу и расположенные на ней кишлаки от нападений боевиков – задача очень сложная. Британцы в 19 веке так и не смогли с ней справиться. Безраздельный владелец этого ущелья – местный уроженец, полевой командир Ахмад-Шах по прозвищу Масуд. Он выделяется на фоне других боевиков. Масуд получил отличное образование, свободно говорит на французском и английском. В 70-х, во время учебы в Кабульском политехе, Ахмад-Шах увлекся идеями исламизма и вступил в оппозиционную организацию «Мусульманская молодежь». В 75-м он возглавил мятеж против президента Мухаммеда Дауда в родном Панджшере. Его отряд был разгромлен правительственными войсками. Ахмад-Шах же тогда был ранен и чудом избежал ареста. Он скрывался от преследователей на кукурузном поле. Те прошли буквально в паре шагов от него. После чего он и получил прозвище Масуд, что значит «счастливчик».
Ему пришлось несколько лет скрываться на территории Пакистана. В конце 70-х Ахмад-Шах Масуд вернулся в Панджшерское ущелье и установил над ним полный контроль. Армия коммунистических властей Афганистана ничего не смогла ему противопоставить. Теперь столкнуться с Ахмад-Шахом Масудом предстоит советским войскам. Первую операцию в Панджшерском ущелье 40-я армия провела уже в апреле 80-го года. Никто тогда еще не понимал, насколько это сложная задача, и на захват ущелья отправили всего несколько батальонов. Им удалось зайти далеко, почти до самой границы с Пакистаном, формально выполнив приказ вытеснить боевиков из ущелья. Но на самом деле те просто позволили противнику втянуться вглубь Панджшера и в обратном направлении напали на колонну. По данным СССР, потери составили 16 человек. Газета боевиков «Зов джихада» сообщала о сотне убитых советских солдат. В 80-м и 81-м войска Союза проводят еще 3 операции против Ахмад-Шаха Масуда. Но безрезультатно. Контроль за Панджшерским ущельем остается в руках боевиков. Из Москвы давят. Кремлю не нравится отсутствие внятных успехов в Афганистане и затягивание войны. Да еще и Масуд, на которого так и не нашлась управа, чувствует себя абсолютно безнаказанным. В апреле 82-го он совершает дерзкий налет на авиабазу в Баграме, уничтожив там тяжелый транспортный самолет Ан-22. И весной 82-го начинается уже 5-я Панджшерская операция. В отличие от предыдущих, это по-настоящему масштабная. 12 тысяч человек, 100 вертолетов и 26 самолетов, 320 бронемашин. На сей раз к битве с Масудом подготовились всерьез. Операция планировалась в строжайшем секрете. В радиопереговорах было запрещено использовать слово «Панджшер», а для отвлечения внимания войска якобы готовились наступать намного западнее. Даже Бабрак Кармаль узнает о планах союзников за считанные часы до операции. В ночь на 16 мая 1982 года подразделения 40-й армии входят в Панджшерское ущелье. Одновременно в тылу противника высаживается десант, перед которым стоит задача захватить важные высоты и отбить атаки боевиков до прихода основных сил. Отряды Масуда застигнуты врасплох. Многие из них попадают в окружение и вынуждены пробиваться с боем. Через 5 дней советские силы соединяются. Теперь вся дорога вдоль ущелья находится под их контролем. К началу июня им удается сломить сопротивление боевиков, но не разгромить их. Ахмад-Шах и большая часть его соратников укрылись на территории Пакистана. Оставив небольшие гарнизоны в ключевых населенных пунктах, части 40-й армии выходят из ущелья. После этого командование 40-й армии решает заключить перемирие с Ахмад-Шахом Масудом. Тот обещает не нападать на подразделения советских войск. Те, в свою очередь, гарантируют ему поддержку в случае столкновения отряда Масуда с другими группировками. На какое-то время Панджшерское ущелье перестает быть главной головной болью советского командования. Но боевые действия идут не только там. По всей территории Афганистана войскам 40-й армии приходится сражаться с разными полевыми командирами. Коммунистические власти Афганистана не в состоянии установить контроль над страной, а местные жители чаще всего сочувствуют и помогают не правительственным войскам, а отрядам маджахедов. Вооружение у тех было самым разнообразным. Это советское оружие, захваченное на базах правительственных войск или купленное у русских, продажа налев боеприпасов – обычное дело для солдат и офицеров 40-й армии. Также боевики получают помощь от Китая, у которого с СССР крайне напряженные отношения. Идут поставки и от арабских государств, и от Ирана. Боевиков также поддерживают и западные страны, прежде всего Соединенные Штаты. Вообще американцы и их союзники начали сотрудничать с основными афганскими оппозиционными силами еще до ввода советских войск. Сначала это была помощь лишь гуманитарная – продовольствие, медикаменты, одежда. Но после того, как 40-я армия СССР оказалась в Афганистане, маджахеды начали получать от США и военную помощь. Американцы осторожничали. Первое время они занимались тем, что скупали советское оружие по всему миру и поставляли его в Пакистан, откуда оно как-то попадало к боевикам. Это позволяло создать впечатление, будто мятежники воюют тем, что отобрали у своих противников. Там же, в Пакистане, была развернута широкая сеть тренировочных лагерей, где обучали маджахедов, которые затем отправлялись воевать в Афганистан. Работала эта схема плохо. Посредники понимали сложное положение американцев и задирали цены, продавали некачественный товар. Рональд Рейган, занявший овальный кабинет в начале 1981 года, назвал меры администрации Картера слабыми и сразу предложил ввести американскую помощь на новый уровень. Началась секретная операция ЦРУ, получившая название «Циклон».
Объем поставок вырос на порядке. Всего прямые расходы Вашингтона на афганскую войну составят $3 миллиарда. Еще 7 миллиардов в виде экономической помощи и военных контрактов получит Пакистан, и существенная часть этих денег также пойдет боевикам. Кроме поставок оружия, американцы занимаются вербовкой наемников, финансированием оппозиционных партий, отправляют своих инструкторов работать в пакистанские тренировочные лагеря и постепенно понимают, необходимо отправлять в Афганистан и свое оружие. Сильнее всего маджахеды мечтали заполучить персональные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», которые позволили бы им бороться с советскими вертолетами. Американские военные долго сопротивляются этому запросу, опасаясь, что «Стингеры» попадут к Советам. Но в итоге осенью 86-го ПЗРК все-таки поставят в Афганистан. В первый же день маджахеды собьют 3 вертолета Ми-24, заходивших на посадку в Джалалабаде. Всего за время войны афганские повстанцы получат около 1000 ракет. Советское командование объявит за «Стингерами» настоящую охоту. Первому, кто захватит «Стингер», обещают звание Героя Советского Союза. Сделать это удается отряду майора Евгения Сергеева и старшего лейтенанта Владимира Ковтуна. Это будет в начале 87-го. «Стингеры» продемонстрируют на срочной пресс-конференции. Их преподнесут как неоспоримое доказательство участия американцев в конфликте против СССР. Ни Сергеев, ни Ковтун звания героев не получат. После войны американцам придется самим выкупать оставшиеся «Стингеры» у боевиков обратно, чтобы они не представляли угрозу для гражданских самолетов. Но угроза, как оказалось, исходила не только от вооружения. Американское финансирование, поступающее к лидерам афганской оппозиции через Пакистан, оказывается затем в самых разных руках. Деньги получат многочисленные исламистские организации, готовые сражаться против советских войск. Среди них и небольшая группировка Мактаб аль-Хадамат, один из основателей которой – саудит Усама бен Ладен. Он занимается вербовкой и обучением боевиков, участвует в сражениях, даже получит ранения. В конце 80-х он создаст на основе Мактаб аль-Хидамат новую организацию под названием Аль-Каида. 11 сентября 2001 года Аль-Каида устроит самый крупный теракт в истории человечества, направив угнанные самолеты на небоскребы в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Эхо афганской войны через 2 десятилетия после ее окончания неожиданно прозвучит на другом конце света, который предоставлял деньги и вооружение. Ситуация, при которой вся тяжесть гражданской войны легла на плечи советских солдат, полностью устраивала руководство Афганистана. Пока бойцы 40-й армии сражаются с маджахедами, Бабрак Кармаль занимается внутрипартийными разборками и укреплением собственной власти. Бравурные заявления властей, что они контролируют большую часть страны, не соответствуют реальности. Да, некоторые города правительственные войска действительно худо-бедно контролируют, но только днем, а с наступлением ночи на улицах начинают хозяйничать мятежники. Как только где-нибудь становится горячо, Кабул тут же требовал перебросить туда части 40-й армии. Фактически советская армия стала карательной силой официальных афганских властей, что, мягко говоря, не добавило любви к советским солдатам со стороны местных жителей. Для них шурави, так называли советских граждан в Афганистане, были оккупантами, которые пришли на чужую землю. Сами же шурави, перепуганные 18-19-летние срочники, которые совсем не готовы разбираться во внутриполитических афганских раскладах и просто стреляют на любой подозрительный шорох, что не могло не приводить к военным преступлениям. Зачистка кишлаков в поисках маджахедов часто приводит к грабежам и изнасилованиям и к убийству мирных жителей. Виновным грозят суровые меры вплоть до расстрела, и по официальным данным более 4000 человек будут привлечены к уголовной ответственности. Однако, очевидно, до трибунала доходит лишь малая часть подобных дел. Часто само командование сопротивляется наказанию солдат. Так, в феврале 1981 года в одном из кишлаков под Джалалабадом группа советских военнослужащих обнаружила несколько стариков, женщин и детей. Женщин изнасиловали и расстреляли, потом убили остальных. Лишь одному мальчику удалось спастись, он и рассказал о случившемся. Следствие, которым руководил генерал Александр Майоров, быстро установило виновных. Однако на Майорова стали давить из Москвы, требуя изменить официальную версию. Нужно было свалить вину на переодетых в советскую форму маджахедов. Генерал отказался, что стоило ему карьеры. Майоров потерял статус кандидата в члены ЦК КПСС. Однако благодаря ему преступники были наказаны. Виновные часто оправдывают себя тем, что маджахеды проявляют не меньше насилия по отношению к пленным, что было правдой.
Существует множество свидетельств жестокости, пыток и чудовищных убийств советских военнослужащих. В воспоминаниях генерала Валентина Варенникова есть рассказ про роту спецназа, попавшую в засаду маджахедов. 7 покончили с собой, чтобы не сдаваться в плен. Тех, кто этого не сделал, изувечили, некоторых заживо сожгли. Война — это всегда насилие. Чем дольше она идет, тем насилие становится больше. Уставшие солдаты, напуганные и озлобленные из-за смертей своих товарищей, начинают становиться все более жестокими по отношению к врагам. А те начинают еще сильнее мстить. Есть только один выход из этого замкнутого круга – закончить войну. Уже в первые месяцы после ввода войск в Афганистан Политбюро начало задумываться о том, как их оттуда вывести. Но возникла проблема. Политбюро, состоявшее в начале 80-х из людей пожилых и нездоровых, попросту не могло действовать решительно. В ноябре 82-го умер Леонид Брежнев. Новым генсеком стал Юрий Андропов. На похоронах своего предшественника он заявил пакистанскому президенту Зая-уль-Хаку: «Афганский кризис нужно быстро решить». Было создано межведомственное совещание для разработки плана вывода войск под руководством министра иностранных дел Андрея Громыка. Главным медиатором стал эквадорский дипломат Диего Кордовес, получивший должность заместителя генерального секретаря ООН. Кордовес организовал серию переговоров и даже подготовил черновик соглашения, предполагавший вывод советских войск. Казалось, будто мирное решение проблемы вот-вот будет найдено. Но этим планом не суждено сбыться. Виной тому становится сразу несколько черных лебедей, то есть негативных событий, которые невозможно было предвидеть. В сентябре 1983 года силы ПВО сбивают над Сахалином южнокорейский Боинг, летевший из Нью-Йорка в Сеул. Погибают 269 человек. СССР отрицает свою причастность. Потом начинает утверждать, что пассажирский самолет умышленно нарушил советскую границу с шпионскими целями. Эта трагедия и главная реакция на нее Москвы резко ухудшают отношения СССР и США. Теперь о том, чтобы русским и американцам сесть за стол переговоров по Афганистану и поставить подписи под соглашением, не шло и речи. Кроме того, осенью 1983 года резко ухудшается здоровье уже Андропова. Он почти не выходит из больничной палаты и умирает в феврале 1984-го. Его преемник Константин Черненко тоже серьезно болен и умирает в марте 1985-го. Во время этой гонки на лафетах никаких подвижек в вопросах урегулирования афганской проблемы, конечно же, быть не могло. А в это время в Афганистане советская армия продолжала сражаться и нести потери. Весной 1984-го возобновились бои в Панджшерском ущелье. Ахмад-Шах Масуд за время перемирия смог восстановить силы и вернуть контроль над Панджшером. После чего, наплевав на соглашение с советским командованием, снова начал нападать на транспортные колонны, шедшие через перевал Саланг. В ответ командование предприняло в Панджшере крупнейшую операцию с начала войны. В ней участвовало 15 тысяч советских солдат и 5 тысяч бойцов правительственных войск. Снова им удалось занять ущелье, вытеснив боевиков в горы. Кабульское радио объявило: преступной группы Ахмад-Шаха Масуда больше не существует. Даже Бабрак Кармаль, обычно осторожный, посетил Панджшер, чтобы продемонстрировать: регион отныне находится под властью НДПА. В следующие месяцы советские части провели несколько успешных наступательных операций в других регионах. Многие отряды маджахедов разгромлены. Но места убитых полевых командиров занимают новые. Ахмад-Шах Масуд ускользает от возмездия, собирает новые отряды в горах возле Панджшера, а пакистанские тренировочные лагеря работают без перебоев. Объем военной помощи от американцев и саудитов лишь растет. К середине 80-х афганская война надоела всем – и властям, и военнослужащим, и обычным гражданам. Цензура не допускала появления в прессе новостей из Афганистана, кроме официально утвержденных. Но информация с войны все-таки просачивалась в СССР, и чем дольше шла война, тем сильнее. У советского радио была служба иновещания, что-то вроде современной Russia Today. В этой службе диктором работал Владимир Данчев. Он зачитывал в прямом эфире новости на английском языке. Со временем Данчев, который был против войны, начал отходить от написанного и вставлять в свои передачи фразы типа «Народ Афганистана играет важную роль в борьбе за освобождение своей страны от советских оккупантов» или «Вожди афганских племен призвали к борьбе против советских захватчиков».
Руководство радиостанции ничего не заметило. Тогда Данчев осмелел и вышел за рамки афганской тематики, раскритиковав позицию СССР по ядерному разоружению. Это тоже осталось безнаказанным. Только когда стенограмму его выступлений опубликовала BBC, на Данчева обратили внимание. Он был арестован, исключен из КПСС и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. После этого прямые трансляции на радио были запрещены, а все записи предварительно прослушивались. Но такие меры уже не особо помогали. Ведь на родину возвращаются тела убитых. Их доставляют на транспортных самолетах Ан-12, которые еще называют «черный тюльпан». Тела перевозят в цинковых гробах, заколоченных в деревянные ящики. Именно тогда это стали называть «груз-200». Есть несколько версий происхождения термина: по номеру приказа Минобороны, в котором описывается способ перевозки, или по нормативному весу такого контейнера в 200 килограмм. Инструкция предписывает передавать тела родным без привлечения лишнего внимания. Гробы везли тайком. Местные власти и военкомат проинструктировали, чтобы тело не разрешали вносить в квартиру, чтобы могилы были уже заранее выкопаны, чтобы как можно меньше людей увидело и поняло, что происходит. Хоронили тайком, не разрешали гроб вскрывать. Тем не менее, сохранять похороны в тайне не всегда возможно, особенно в небольших городах. Как правило, о произошедшем становится известно заранее. Гроб встречают родственники, соседи и друзья. Они расспрашивают сопровождающих груз-200 офицеров о войне, а иногда набрасываются на них с кулаками. Сводки американского ЦРУ рассказывают об акциях протеста, начавшихся в середине 80-х. Все они были связаны с похоронами убитых в Афганистане солдат и с попытками призвать на войну новых. В Казани и Куйбышеве, в Самаре, жители поджигают военкоматы. В Риге матери срочников устраивают беспорядки во время заседания городской призывной комиссии. А в узбекский Термез, город, расположенный на советско-афганской границе, для наведения порядка после бунта в военкомате приходится вводить войска. Возвращаются из Афганистана и раненые. Всего за годы войны ранения получат больше 50 тысяч человек, из них 11 тысяч останутся инвалидами. Но есть и другой источник настоящих новостей о происходящем в Афганистане. Отслужившие 2 года срочники демобилизовываются и возвращаются домой. Они привозят в родные города и села не только дембельские альбомы и песни под гитару про фронтовое братство и борьбу с душманами, но и рассказы о потерях, поражениях, бездарности и самодурстве командования. То, о чем по телевизору не говорят. Больше 500 000 солдат пройдут службу в Афганистане, и невозможно представить каждому по агенту КГБ, чтобы тот отслеживал, не расскажет ли ветеран своим друзьям лишнего. Все больше молодых людей пытаются любой ценой избежать призыва в армию, чтобы не оказаться в Афганистане. В ход идут любые средства – блат, взятки, симуляция болезней. В 1983 году повестку получил Виктор Цой. Чтобы не попасть на войну, он сымитировал попытку самоубийства и провел 1,5 месяца в психиатрической лечебнице. Трюк удался, в армию Цоя так и не призовут. Больше всего возможностей избежать призыва было у юношей из крупных городов, которые поступали для этого в институты. Учеба в вузе давала отсрочку от армии, что приводило к сильному перекосу. Военные части пополнялись в основном молодыми людьми из сельской местности, менее образованными, которых приходилось дольше учить обращению со сложной техникой. Желая это исправить, в первой половине 80-х советское правительство начало постепенно отменять отсрочки для студентов. К весеннему призыву 1985 года она фактически исчезает. Это позволяет призвать в армию дополнительно по 200 тысяч человек каждый год. Конечно, не все они оказываются на войне, хотя случается и такое. Дополнительный призыв студентов даже в тыловые части развязывает руки командованию, позволяет проводить ротацию. Через службу в армии пройдут многие известные впоследствии люди, учившиеся в 80-х в вузах. Например, Петр Порошенко, Роман Абрамович, Дмитрий Быков, Михаил Прохоров. Отсрочку для студентов вернут лишь в конце 80-х, когда война приблизится к завершению. Несмотря на политику замалчивания, люди выходят на протесты. В отчетах ЦРУ содержится информация о по меньшей мере 15 заметных антивоенных демонстрациях, прошедших в разных частях СССР во второй половине 80-х. Главной действующей силой этих демонстраций становятся солдатские матери. Публичными действиями они не ограничиваются. Матери спасают своих детей от призыва, обивают пороги учреждений, выясняя судьбу пропавших без вести, добиваются правды об обстоятельствах гибели сыновей.
К концу 80-х это движение оформится в общественную организацию «Комитет солдатских матерей» и станет одним из первых правозащитных объединений в нашей стране. В марте 1985 года в СССР снова меняется власть. После 3 престарелых генсеков, умерших один за другим, во главе государства наконец встает здоровый и энергичный Михаил Горбачев. Страна же в то время находится в глубоком кризисе, прежде всего в экономическом. Требуется сокращать расходы, и бесконечная афганская война, тянущая деньги из бюджета, становится одним из первых кандидатов на сокращение. Осенью Горбачев вызывает в Москву Бабрака Кармаля и сообщает о намерении вывести советские войска из Афганистана. По воспоминаниям Мухаммада Наджибуллы, одного из афганских руководителей, присутствовавших на встрече, Кармаль ответил генсеку: «Если выведете 100 тысяч сейчас, потом придется отправить 1 миллион». Но Горбачев настроен решительно. На одном из заседаний Политбюро он зачитывает письма, полученные от родителей погибших солдат. Те не понимают, за что погибли их дети. В феврале 1986-го на 27-м съезде КПСС Горбачев объявляет о начале разработки плана вывода войск. Конечно, он обставляет это всеми необходимыми фразами. Мол, сначала должно быть выработано политическое решение. Но факт в том, что высшая власть впервые заговорила об окончании непопулярной войны. Граждане поддерживают нового генсека. Поскольку Бабрак Кармаль сопротивляется выводу войск, его решают заменить. Главой афганской компартии становится Наджибулла, занимавший ранее пост главы секретной полиции. Кармаль после смещения переезжает в Москву, где сопьется и умрет в 1996-м. В июне 1986-го Горбачев отдает приказ вывести из Афганистана 6 полков, то есть сократить группировку примерно на 10%. Это было в большей степени решением политическим, демонстрирующим миру, что СССР действительно намерен закончить войну. Но с военной точки зрения в середине 80-х в Афганистане ничего не закончилось. Наоборот, советские войска проводят сразу несколько крупных операций. В июне, во время операции «Маневр», они ведут наступление сразу в 3 провинциях на северо-западе страны. Здесь 40-й армии противостоит все тот же неуловимый Ахмад-Шах Масуд, который снова восстановил свою группировку. В августе проходит операция «Западня» на западе, где советские войска сражаются против отрядов Исмаил-Хана. Но все это по-прежнему не приносит результата. 40-я армия не в состоянии перекрыть афганско-пакистанскую границу, откуда поступает оружие и новые силы маджахедов. Осенью на заседании Политбюро Горбачев подводит неутешительные итоги. Если так продолжится, то война будет длиться и 20, и 30 лет. Сергей Ахрамеев, начальник Генштаба, описывает причину так. За 7 лет в Афганистане не осталось квадратного километра, чтобы там не ступала нога советского солдата. Но стоит ему откуда-то уйти, как тут же приходит противник и восстанавливает все, как было. Кремлю приходится признать очевидное. У афганской проблемы нет военного решения. Победить в партизанской войне невозможно. Но вывести войска немедленно значит вынести смертный приговор режиму НДПА. Без советской поддержки афганская армия с маджахедами точно не справится. Поэтому советские власти начинают вести переговоры о таких условиях выхода, которые гарантировали бы хоть какую-то стабильность в Афганистане. Причем договариваться они готовы с кем угодно. С Пакистаном, с американцами, с ООН, с умеренной афганской оппозицией, даже с королем в изгнании, который после свержения в 1973-м жил в Италии. А генерал Валентин Варенников, курировавший афганскую группировку по линии Минобороны, пытается встретиться с главным врагом советских войск – Ахмад-Шахом Масудом. И хотя встреча не состоится, Масуд перестает докучать войскам 40-й армии и не станет мешать ее выходу из Афганистана. Воевать с советами ему становится неинтересно. Наоборот, он ждет их ухода, чтобы взять Кабул и возглавить страну. К этому времени советские войска почти перестают вести наступательные операции и в основном просто обороняют свои позиции, но, впрочем, есть и исключения. В июне 1987-го новым командующим 40-й армии становится генерал-майор Борис Громов. Он до этого уже трижды воевал в Афганистане, командовал мотострелковой дивизией, успел понюхать пороха. Осенью Громов возглавляет операцию, цель которой деблокировать город Хост на западе.
Этот район маджахеды использовали для переброски сил из Пакистана. Соорудили тут крупную военную базу и укрепрайон, а Хост, довольно крупный город, оказался в блокаде. 40-я армия получает приказ уничтожить базу маджахедов возле Хоста. Операция называется «Магистраль» и становится крупнейшей по масштабу и значимости за всю войну. В ней участвуют 20 тысяч человек, которым противостоят 13 тысяч боевиков. Руководит боевиками полевой командир Джалалуддин Хакани, которого президент Рейган называет борцом за свободу, а конгрессмен Чарли Уилсон – воплощенной добротой. Хакани же проживет долгую жизнь и успеет повоевать и против американцев тоже. На пути к Хосту на высоте 3000 метров лежит перевал Сате-Кандаф, где маджахеды возвели сеть укреплений. Попытка взять перевал в лоб привела бы к огромным жертвам, поэтому магистраль начинается с провокации. 28 ноября 1987 года над перевалом прямо на головы маджахедов высаживается десант. Боевики поражаются такой наглости, открывают по парашютистам шквальный огонь. Но когда десантники достигают земли, оказывается, что это никакие не десантники, а одетые в советскую форму мешки с песком и камнями. А пока маджахеды палили, самолеты-разведчики засекли все их замаскированные огневые точки, по которым сразу же начинает отрабатывать артиллерия и бомбардировщики. Когда же на перевал поднимаются мотострелковые части, сопротивляться уже некому. Настоящие же десантники высаживаются возле города Хост, и советские войска начинают движение навстречу друг другу, зачищая укрепрайон маджахедов. В конце декабря 1987-го Хост удается деблокировать. По дороге Хост-Гардес идут автоколонны с продовольствием и топливом. Операция столь успешна, что сразу 6 человек получат за нее звание Героев Советского Союза. Среди них Валентин Варенников, Борис Громов, а также Павел Грачев, будущий министр обороны России, командовавший во время афганской войны воздушно-десантной дивизией. Но бескровная операция не получилась. Именно во время нее происходит, пожалуй, самое известное сражение этой войны – гибель 9-й роты. Та самая 9-я рота 345-го полка ВДВ в 79-м участвовала в штурме дворца Амина, а теперь обороняет высоту, с которой хорошо просматривается дорога Хост-Гардес. В начале января 1988 года их пытается выбить с этой позиции отряд маджахедов. Десантников всего 39, а по их словам атакующих было несколько сотен. Бой начался в 16:30, а закончится лишь в 3 часа ночи. За это время бойцы 9-й роты отбивают 12 атак. Маджахедам удается приблизиться к позициям десантников на расстоянии броска гранаты. У защитников почти заканчиваются боеприпасы. И лишь когда к бойцам 9-й роты подходят подкрепления, маджахеды отступают. Достичь цели им не удается. В 2005 году режиссер Федор Бондарчук снимет фильм «9-я рота», который соберет множество премий. В фильме погибает почти вся рота, однако на самом деле было не так. Из 39 человек, защищавших высоту, погибли 6. 28 получили ранения. Младший сержант Александров и рядовой Мельников получили звезды героев посмертно. СССР начала 1988 года не та же страна, что была в начале 1985-го. И уж тем более, что была в конце 1979-го, когда советские войска вошли в Афганистан. Горбачевская перестройка достигает своего апогея. Политика гласности, начавшаяся как робкая попытка разрешить критику отдельных недостатков советской системы, превратилась в почти неограниченную свободу слова. Про войну в Афганистане пишут в газетах и журналах. В частности, в журнале «Огонек», который станет одним из символов перестройки. Во второй половине 80-х тираж этого еженедельника вырос почти до 5 миллионов. И даже при этом найти журнал в киосках «Союзпечати» крайне тяжело. Его моментально сметают с полок. В «Огоньке» работает журналист Артем Боровик. Он несколько раз ездит в Афганистан. Его репортажи оттуда максимально не похожи на официальные сводки и публикации партийных газет типа «Правды», где никакой правды нет. Боровик общается с солдатами, рассказывает о погибших, критикует командование. Достается от него и высшему руководству страны. Вот что он написал в своей статье 1987 года. Ни Громыка, ни Устинова, ни Андропова, ни Брежнева уже нет в живых. И тайну, связанную с вводом наших войск в Афганистан, они не забыли прихватить с собой. Но, правда, великодушно оставили нам возможность свалить всю вину на них, тем самым спасти тех, кто еще здравствует.
Представить себе такое высказывание, например, в 85-м невозможно. Боровика за такое в лучшем случае бы ждала палата психбольницы. Благодаря гласности общественное давление на власти растет. Никому не нужна война в Афганистане. Ее необходимо закончить и как можно скорее. Кремлю уже не до спасения Наджибуллы и режима НДПА. 14 апреля 1988 года в Женеве подписывают соглашение представителей Афганистана и Пакистана. Государства обязуются не вмешиваться в дела друг друга. СССР и США выступают гарантами этого соглашения, но всем ясно, этот документ никому ничего не гарантирует. Маджахеды не были стороной договора и складывать оружие точно не собирались. Боевики планируют немедленно захватить Кабул и установить в Афганистане Исламскую республику. Главный смысл соглашения заключается в условии о выводе советских войск. СССР обязался сократить свою группировку вдвое к августу и полностью покинуть Афганистан в феврале 1989-го. Когда-то Политбюро дебатировало о необходимости ввода армии в Афганистан. Теперь находятся те, кто выступает против решения вывести оттуда армию. Например, министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе. Наш уход будет рассматриваться как крупное политическое и военное поражение. Внутри партии и страны отношение к нашему уходу неоднозначно. Придется когда-нибудь объявить, что ввод войск был грубой ошибкой, что уже тогда и ученые, и общество отрицательно отнеслись к этой авантюре. Шеварднадзе и руководитель КГБ Владимир Крючков предлагают оставить в Кабуле гарнизон в 10-15 тысяч человек, чтобы защитить режим Наджибуллы. Но Горбачев называет это предложение «ястребиным клёкотом». Решение принято. Вся 40-я армия начинает собираться домой. Первыми на родину отправляются части, расквартированные в Джалалабаде. Проходит небольшой митинг. Выстроенные на плацу срочники хмуро слушают выступления офицеров и ждут разрешения отправиться в буфет, куда по такому случаю завезли колбасу и сыр. Потом оркестр играет «Прощание славянки», и колонна тянется к границе, передав базу правительственным войскам вместе со всем оборудованием. Уже через 2 дня те полностью ее разграбят. НДПА не могут в одиночку противостоять боевикам. Провинции, из которых уходит 40-я армия, переходят в руки маджахедов. Чаще всего без боя. Боевики продолжают нападать и на советские колонны. Они устраивают засады на шоссе, ведущем из Кабула на север. И хотя это были не люди Масуда, а группировки, которые ему не подчинялись, советское командование решает наказать именно его. В январе 1989-го, когда вывод войск подходит к концу, начинается операция «Тайфун», последняя крупная операция 40-й армии в Афганистане. Моральный дух советских солдат к этому времени упал ниже нуля. Заставить их снова идти в Панжерское ущелье, когда до завершения войны остаются считанные дни, невозможно даже под угрозой расстрела. Поэтому операция «Тайфун» ограничивается в основном бомбардировками позиций Масуда с воздуха. Удары приходятся и по обычным кишлакам. По некоторым оценкам, за дни операции погибнут до 1000 мирных жителей. Боевикам же эта операция большого вреда не наносит, зато побуждает мстить. Нападения на колонны, проходящие по перевалу Саланг, участились. 7 февраля 1989-го во время одного из таких нападений от пули снайпера погибает рядовой Игорь Ляхович. Его тело, завернутое в одеяло, прикрепляют к броне БМП и так везут до самой границы. Игорь Ляхович станет последним убитым в Афганистане советским солдатом. Утром 15 февраля 1989 года мост через Амударью переходит колонна разведывательного батальона 201-й дивизии. В хвосте колонны идет БТР, несущая знамя 40-й армии. Она останавливается посередине моста. С брони спрыгивает командующий армией генерал Борис Громов. Он подходит к журналисту, снимающему проход колонны, и говорит: «За мной не осталось ни одного советского солдата». Никто из крупных партийных и государственных чиновников, высших руководителей Минобороны не встречает их на советской стороне. Афганская война никому из них была не нужна ни в момент ее начала, ни в день ее окончания. С уходом советских войск гражданская война в Афганистане не заканчивается. Оружие по-прежнему поступает к маджахедам из Пакистана. СССР тоже еще какое-то время поддерживает режим Наджибуллы. Но в начале 92-го правительство Ельцина прекращает все поставки в Афганистан. Наджибулла публично обвиняет русских во всех бедах и объявляет день вывода советских войск государственным праздником. Но уже слишком поздно.
В апреле 92-го маджахеды берут Кабул, а потом ссорятся между собой. Гражданская война продолжается еще несколько лет, пока в сентябре 96-го к власти не приходит новая сила – Талибан. Талибы провозглашают Афганистан Исламским Эмиратом и превращают его в родной дом для многих террористов, включая Усаму бен Ладена с его Аль-Каидой. Афганистан становится крупнейшим в мире поставщиком опиума и героина. Талибы убивают Наджибуллу, который несколько лет после свержения жил в Кабуле на территории миссии ООН. Они организовывают убийство Ахмад-Шаха Масуда, ведь, как и многие другие полевые командиры, сражавшиеся против СССР, Масуд не принял новую власть и организовал оппозиционный Северный альянс, который контролировал все то же Панжерское ущелье. Масуд был убит 10 сентября 2001 года. На следующий же день террористы Аль-Каиды направляют самолеты на башни-близнецы в Нью-Йорке. В ответ американцы и их союзники вторгаются в Афганистан и вместе с Северным альянсом выбивают Талибан из Кабула и других крупных городов. Эта война растягивается на 20 лет. Американцам тоже приходится столкнуться со всеми ужасами партизанской войны. Засадами, внезапными нападениями на колонны, минированием дорог. Им приходится выучить те же названия, с которыми за пару десятилетий до того познакомились советские люди. Герат, Мазари-Шариф, Джалалабад. Часто американские войска используют те же военные базы, где когда-то была расквартирована 40-я армия. Но даже за 20 лет, потеряв 3500 человек, США так и не смогут добиться устойчивого мира в Афганистане. С их уходом выстроенная ими система власти моментально развалится, а в Кабул вернутся талибы. Весь мир будет наблюдать ужасные кадры, как люди пытаются бежать из афганской столицы, цепляясь за шасси последнего американского самолета. Талибан вновь создаст Исламский Эмират Афганистан. Он существует и сегодня. СССР протянул еще меньше, чем оставленный на растерзание маджахедам режим Наджибуллы. В конце 1991 года президент Горбачев подаст в отставку, а Советский Союз распадется. СССР развалится в первую очередь из-за своей экономической модели. Структура экономики стала очень сложной, плановая система с ней не справлялась, а ввести рыночные механизмы у Горбачева не хватило духа. Это сделали уже Борис Ельцин и Егор Гайдар в независимой новой России. Вдобавок, в 80-е резко упали цены на нефть, и денег у Советского Союза перестало хватать даже на хлеб. А ведь нужно было еще и вести гонку вооружений с Соединенными Штатами, кормить дружественные режимы в Восточной Европе, Африке, Латинской Америке, и вдобавок к этому вести войну в Афганистане. СССР, согласно официальным цифрам, за время войны потратил на афганскую кампанию больше 30 миллиардов тогдашних рублей. Это 3% от ВВП страны за 90-й год. Аналитики ЦРУ оценили расходы СССР на эту войну в $3 миллиарда в год. Советские рубли сложно сконвертировать в доллары, но тут важен масштаб, а не конкретные суммы. И по советским, и по американским подсчетам получалось очень много, но не критично для такой большой страны. Проблема была в другом. На войну приходилось тратить драгоценную валюту, а танки и вертолеты приходилось заправлять топливом, которое не пошло на экспорт и не принесло казне дополнительных долларов. Война в Афганистане не была главным фактором крушения Советской империи, но совершенно точно стала одним из них. В 80-е годы вообще случилось много неожиданных катаклизмов, пошатнувших устойчивость советского режима. Были среди них и техногенные аварии, например, Чернобыль, и природные катастрофы, как Спитакское землетрясение 1988 года. Все эти события ложились тяжелой ношей на советскую экономику, которая и так трещала по швам. Афганская война в этом ряду выделяется особо своей бессмысленностью. Все и так устали от лозунгов о скором наступлении коммунизма, в который никто уже не верил, от таскания портретов вождей на бессмысленных демонстрациях, от повторения идеологических штампов на партсобраниях. И в довершение всего бессмысленная война непонятно где и непонятно ради чего. Во второй половине 80-х Борис Гребенщиков начал исполнять на концертах «Аквариума» песню «То, что я должен сказать». Этот антивоенный романс написал еще в 1917 году Александр Вертинский. Первые слова песни «Я не знаю, зачем и кому это нужно» могли бы стать эпиграфом ко всей афганской войне. Да, американцы тоже много лет воевали в Афганистане и также бесславно из него ушли, но у них хотя бы был более-менее понятный повод туда вторгнуться – теракт 11 сентября. Зачем это сделал СССР, непонятно.
увязнуть на десятилетия в войне, чтобы отомстить Амину за Тараки и заменить его на Кармаля? Кто-нибудь, кроме сотрудников МИДа, вообще когда-то слышал эти фамилии? Афганская война – это геополитические игры, за которые пришлось заплатить жизнью по меньшей мере 15 тысячам советских граждан. Ожидалось приключение на 20 минут, а получилась десятилетняя война, ставшая одной из причин распада СССР. Война эта занимает крайне скромное место в нашей исторической памяти. Во-первых, она была настолько непопулярна, что про нее старались лишний раз вообще не вспоминать. Во-вторых, эпоха распада СССР была и без войны богата на судьбоносные события. Хотя какое событие из 90-х не возьми, везде будет незримо тень Афгана. Например, августовский путч 91-го. На самой знаменитой фотографии тех дней рядом с Борисом Ельциным на танке стоит Александр Коржаков, глава президентской службы безопасности. В начале 80-х Коржаков 2 года работал в Кабуле, охранял Бабрака Кармаля. Поддержавший ГКЧП генерал и герой войны Валентин Варенников летал к Горбачеву в Крым и безуспешно пытался убедить президента ввести чрезвычайное положение. А другой герой Афгана, Павел Грачев, был среди тех, кто мешал путчистам штурмовать Белый дом. 2 года спустя роли изменились. Теперь уже войска под командованием Павла Грачева обстреливали Белый дом, в котором укрывался, среди прочих, вице-президент России, герой Советского Союза и бывший летчик Александр Рудской, совершивший за годы афганской войны почти 500 боевых вылетов. Или Первая Чеченская. Президентом самопровозглашенной республики Ичкерия был Джохар Дудаев, генерал-майор авиации, воевавший в Афганистане и получивший орден Боевого Красного Знамени. А корпусом, который штурмовал президентский дворец Дудаева в Грозном, командовал Лев Рохлин, дважды раненый в Афгане и награжденный таким же орденом Боевого Красного Знамени. Еще один афганец, Александр Лебедь, подписал со стороны России Хасавюртовские соглашения, завершившие Первую Чеченскую войну. Однако большинство участников афганской войны не достигли таких высот, как Рудской или Грачев. Вернувшись домой с чудовищными травмами, физическими и ментальными, они обнаружили, что перенесенные ими жертвы никому не нужны, что их боевые товарищи погибли ни за что, что молодежь предпочитает слушать современную западную музыку, а не песни про героев-интернационалистов в исполнении «Виа голубые береты», что чиновникам наплевать на их проблемы. Мемом стала фраза «Мы вас туда не посылали», а работа для ветеранов была только в армии или милиции, где в начале 90-х платили копейки. Многие, не сумев адаптироваться, подались в криминальные структуры. Например, в Тольятти действовали купеевские, которыми руководил прошедший афган Гарри Купеев. Это ОПГ контролировало сбыт автомобилей АвтоВАЗа. Самого Купеева убили в 94-м, а в 98-м 6 лидеров купеевской группировки расстреляли прямо в местном офисе Союза ветеранов Афганистана. Другой воин-интернационалист Игорь Куск создал группировку в Нижнекамске. Кусковские крышевали местных коммерсантов, убивали несговорчивых бизнесменов и воевали с другими ОПГ. В 2013-м Куск был арестован, его приговорили к 22 годам заключения. В 22 году он вышел на свободу и отправился на новую войну, в Украину, в составе ЧВК «Вагнер», и через несколько месяцев погиб под Бахмутом. Были афганцы и среди уралмашевских, и среди солнцевских, и среди тамбовских. Всем им нужны были молодые крепкие парни, имеющие боевой опыт. Всплеск преступности в Новой России, те самые лихие 90-е, это во многом эхо Афгана. Конечно, не все ветераны Афганистана были участниками ОПГ. Оказавшись в условиях, когда помощи было ждать неоткуда, они стали самоорганизовываться и помогать друг другу. Российский союз ветеранов Афганистана – одна из крупнейших общественных организаций в нашей стране. В ней состоит 500 тысяч человек. Борис Громов основал другую организацию бывших афганцев – «Боевое братство», которое, по их оценкам, насчитывает 90 тысяч участников. Существовал еще фонд инвалидов войны в Афганистане. Есть ветеранские организации и в других бывших союзных республиках. Афганская война стала травмой не только для ее участников, но и для всего поколения советских людей 80-х годов. Одни могли внезапно оказаться перед перспективой завтра быть брошенными на штурм какого-нибудь кишлака в Панжерском ущелье. Другие – потерять брата, мужа, сына, отца. Причем в мирное время, ведь официально страна никакой войны не вела. Тот же Владимир Путин, сотрудник Ленинградского управления КГБ, в 80-е годы мог отправиться в командировку в Кабул, а не в Дрезден. И наверняка среди его знакомых были те, кто отправился и не вернулся. За годы афганской войны погибли 576 чекистов.
Казалось бы, такой опыт должен был бы навсегда перебить желание развязывать войны, подобные войне в Афганистане, у которых нет адекватной причины и понятных целей, в которых невозможно выиграть, в которых вообще непонятно, как должна выглядеть победа. Но история ничему не учит. И вот Борис Гребенщиков, которого современное российское руководство не любит еще сильнее, чем не любило руководство советское, снова поет на своих концертах песню Вертинского со словами «Я не знаю, зачем и кому это нужно». Поет уже про другую войну, о которой однажды попытаются забыть так же, как забыли о войне в Афганистане. До завтра.